Я хочу сделать экстренное заявление. Нашей разведкой добыты неопровержимые доказательства подготовки вооруженных сил Украины к наступлению на Мариупольское направление. Полученная из достоверных источников информация полностью раскрывает замысел украинских силовиков. Цель планированного наступления – захватить территорию Новоазовского и Тельмановского районов и установить контроль над участком границы между Донецкой Народной Республикой и Российской Федерацией в районе населенных пунктов Коньково и Холодное. Сформированная противника ударная наступательная группировка общей численностью более 12 тысяч человек сосредоточена вдоль линии соприкосновения в районе населенных пунктов Новотроицкая, Широкино, Равнополь. Здесь сконцентрировано более 50 танков, 40 реактивных систем залпового огня, 180 орудий и минометов. Первый эшелон составляет 128-я горно-штурмовая и 79-я десантно-штурмовые бригады. Во втором эшелоне 56-я мотопехотная бригада и 36-я бригада морской пехоты. Основу группировки артиллерии составляет 2 реактивных дивизиона 27-й артиллерийской бригады и реактивный дивизион 15-го артиллерийского полка. Помимо этого, в район населенного пункта Володарска срочным порядком переброшено 12 РСЗО «Смерч» 40-й артиллерийской бригады. В резерв выведена тактическая группа «Мариуполь» в составе 73-го морского центра специального назначения, около 500 человек, и 2 гаубичных самоходных дивизионов, 1-й и 406-й артиллерийских бригад. Функции заградотряда возложены на бандита полка «Азов». По замыслу украинского командования, утром 14 декабря, после артиллерийской подготовки, передовые подразделения 128-й и 79-й бригад должны перейти в наступление с рубежа населенных пунктов Гранитное, Широкино, в направлении населенного пункта Клинкино, с задачей к исходу 15 декабря выйти к государственной границе Донецкой Народной Республики в районе населенных пунктов Коньково и Холодное. Для развития успеха наступления и прикрытия наступающих подразделений 79-й бригады планируется ввод в бой второго эшелона 56-й мотопехотной бригады с рубежа Приморская-Шевченко, направление населенного пункта Клинкино. Для нарушения управления наших войск возможны диверсионные действия силами тактической группы «Мариуполь». После завершения операции на захваченной территории силами нацистского полка «Азов», а также рейдовыми отрядами 36-й бригады морской пехоты, планируется зачистка населенных пунктов от нежелательных, по их мнению, элементов и противников украинской оккупации. Командование этой преступной авантюрной возложено на военного преступника Майсюка, получившего за преданность 6 декабря из рук Порошенко генеральские погоны. Поводом для вооруженной агрессии послужит теракт, совершенный украинскими спецслужбами в Мариуполе. За несколько дней до планированного наступления на одном из промышленных предприятий будет совершен подрыв хранилища с химикатами. Не исключено, что с применением беспилотных летательных аппаратов, приспособленных для сбрасывания мин и ручных гранат. В результате должен произойти выброс отравляющих веществ. По имеющейся у нас информации, которая сейчас проверяется, проведение диверсии планируется на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича. Здесь хранятся значительные запасы аммиака, используемого в промышленном производстве. В этом случае масштабы возможного заражения могут составить до 15 квадратных километров. В зоне заражения окажется часть Мариуполя с населением около 50 тысяч человек. В дальнейшем ответственность за эту диверсию режим Порошенко планирует возложить на Донецкую республику. Данные действия будут сопровождаться истерией в украинских СМИ, призванной убедить украинцев и международное сообщество в справедливости и в оправданности развязанной против нас агрессии. Очевидно, Киев рассчитывает, что в этих условиях вопрос грубого нарушения минских договоренностей в ОБСЕ подниматься не будет, и международное сообщество в очередной раз закроет глаза на кровавое преступление режима Порошенко. Не случайно выбрана и дата завершения операции украинских силовиков – 15 декабря. Видимо, Порошенко не терпится на Раскольничьем соборе, в котором он собирается в тот же день доложить раскольникам, по сути предателям украинского народа, каковым является и он сам, о своих военных победах. Собственно, это является основной причиной задуманной киевскими властями провокации, невзирая ни на что, продемонстрировать перемогу. Потому Наев и Майсюк, стремясь выслужиться, не будут жалеть солдат, чтобы выполнить преступный приказ своего президента. Обращаясь к украинским солдатам, мы защищаем свою родину, мы на своей земле. Вы пришли к нам на Донбасс, как захватчики. Наше дело правое. Мы победим. Подумайте о своих близких
Идя в бой против нас, вы не защищаете Украину. Вы отстаиваете интересы Порошенко и его компании. Призываю наблюдателю ОБСЕ обратить внимание на военное приготовление вооруженных сил Украины и остановить агрессию. Когда возобновятся боевые действия, вы не сможете сказать, что не знали о ее подготовке. Обращаюсь к жителям Мариуполя. Проявите бдительность. В случае, если нам не удастся предотвратить диверсию СБУ, не поддавайтесь панике. Сохраняйте спокойствие. Постарайтесь в период с 11 по 14 декабря не находиться вблизи промышленных объектов, на которых хранятся химические вещества, хлор, аммиак и другие. Берегите детей. Они наименее защищены в этих условиях. Как ни странно это прозвучит, призываю украинских полицейских усилить бдительность и попытаться предупредить террористический акт, спланированный СБУ. Вспомните, вы служите не преступникам, пришедшим к власти в результате государственного переворота, а народу Украины. В завершение добавлю, что народная милиция Донецкой Народной Республики готова встретить незваных гостей. Мы защитим своих граждан. Враг не пройдет.